На открытие охоты на косулю в этом году в Орлаковское хозяйство на базу «Легенды Зауралья» приехала команда от журнала «Охота». Гостей встретили с уважением и от души, хлебом, солью и красивой песней. Из Ростова-на-Дону приехали Ромен Далари, Феликс Динчари и я, человек с камерой из Москвы, Сергей Уткин. Принимай-ка хлеб из рук. Приехали мы снова полюбоваться природой Курганской земли, познакомиться и пообщаться с Дмитрием Афанасьевичем и его командой. Поохотиться, конечно, просто отдохнуть и поработать в плане контента. Вечером, накануне открытия, прокатились по угодьям. Видеть наличие зверя всегда приятно. Удалось даже понаблюдать гон. Тем, кто не знает, поясним. Именно такое поведение самца по отношению к самке как раз и называется гон. Не трясите. Да-да-да. Один хороший рогач. Он хороший гонит. Сюда давай, блядь. Разведка показала, что косули в угодьях много, самцы встречаются, гон в разгаре. Трофейность самцов присутствовала, хотя ростовские охотники не трофейщики в общем понимании. Для Ромена трофей – это в первую очередь эмоции от поездки, от охоты, от знакомства и общения. Если увидите какие-нибудь интересные аномальные рога, тоже. А потом уже будем искать, как бы, больше будем ходить. Это получается ездить. завтра отдельная игра, послезавтра еще. Нет. Вот туда. Поскольку скидывать, давайте сразу красную С кидай. шильником поедем. Короче, егерю 30%. У нас соревнования. Завтра открывается трофейная охота. У нас 6 охотников. Соответственно, кто добывает самый хороший трофей с трофейными качествами, самые большие рогами за 2 дня. Скидываемся по пятерке. Соответственно, победитель забирает весь банк. Но делится с егерем, поскольку это все равно командная работа. Егерю 30%, то есть 9 тысяч. Вот так. Такая у По нас. пятерке чего? Я стесняюсь спросить. Рублей, конечно, рублей. Пусть будет эта интрига. Очень хороший трофей. Ехал на квадрике, увидел. Самка убежала в эту сторону от дороги. А я сейчас попробую его подождать, потому что он, скорее всего, самку не отпустит. Пойдет за ней. И попробуем его добыть. Вот он. А нет, это не он. Другой. Не знаю даже, как сказать. В общем, тот трофей, про который я вам говорил, он стоял где-то 150 метров. Я посмотрел, ну, действительно, очень-очень хорошие рога, очень хороший трофей. Но рядом был плохой трофей, который нужно выбраковывать. То есть это типа шильника, короче, рога очень кривые, и они уже не восстановятся. Ну, не будут никогда трофейными. Поэтому страсть охотника над, скажем так, человеком, который содержит охотхозяйство, страсть охотника
не переборола. То есть хотелось, конечно, добыть тот шикарный трофей, но подумал, лучше пусть он живет. Лучше я сделаю выбраковку, уберу трофей, который не должен давать потомство, потому что рога у него совсем плохие. Сейчас я вам покажу. Его еще найти надо. Пшеница. Тот, конечно, убежал. Но расчет был верный, что он пойдет за самкой. Но он стоял, смотрел на меня, а за самкой побежал вот этот с плохими рогами. Решил воспользоваться моментом. Но не удалось ему. Я стрелял в голову. Вот он, ребята. Да. Готов. Вот видите, какие рога. Такими рогами самцы нам не нужны. Их надо выбраковывать. Это очень плохие рога. Поэтому я и добыл его. Спасибо тебе, мой хороший. На квадроцикле очень удобно. Подъехал, расчехлился. Вот чехол у меня лежит. И добыл зверя. Вот так, ребята, я его погрузил. У 600-ки багажник поменьше. В общем, не хотелось бы его пачкать потом. А так вот удобно тоже. Сейчас привяжу веревкой. И все, и домой. Вся охота, ребятушки, полчаса длилась. Вот. Добыли супер трофей. Сейчас мы с вами, ребятушки, подготовим вырезку. Это вырезка косули. Сделаем из вырезки медальоны. И будет просто бомба. Режем их аккуратненько по сантиметру, чтобы вот такие вот были у нас медальончики с вами. Не меньше, не больше были. Тогда они будут все идеальный прожарки. Маринад на самом деле простой. Опять же, кому как нравится. Кто-то любит больше соли. Самое главное, что у нас есть, ребята, это добытый нашими гостями трофей косули, из которого можно приготовить. Потому что почему-то охотников постоянно говорят, что они ради трофеев, ради... На самом деле нет. Это и удовольствие, это и трудности, это, а самое главное, вот все вкупе это и дает тот результат, от которого люди счастливы на охоте. Чего не видишь? Он за ней там дальше, но я тоже не вижу. Он нас спалит сейчас. Пока Дмитрий Афанасьевич занимался выбраковкой трофейных животных, мы с Романом Мониковичем пытались подойти к приличному козырьку. Вот к этому. В процессе его рассматривания увидели еще двух разных по калибру самцов. Подходить вдвоем по открытому месту — так себе идея. Я с камерой остался на месте, а Ромен пошел. На манок один самец среагировал и даже начал приближаться. Козел явно шел в направлении источника писка, нюхался.
Видимо, не самая удачная диспозиция Ромена у козла доверия не вызвала. Он что-то заподозрил. Стрелять не стали, в надежде обнаружить более одаренного рогами представителя. Козлик ушел в посадку. В том же направлении отправились и мы, так как один из увиденных стоил того, чтобы потратить на него время. В лесу нескольких секунд на согласование наших действий и на измерение рогов не было. В итоге не повезло среднему по рогам козлу. Но были трофейные, к сожалению, мы не смогли стрельнуть, а второй, который подошел, я думал, ты не снимаешь, поэтому не стал стрелять. Я же здесь спросил, мясо нужно? Ты говоришь, конечно, нужно. Конечно, нужно. Мне только команда. Видишь? Поэтому попытался так, чтобы мясо не испортить. Все лопатки целые. То есть, в принципе, гастрономические качества она подходит. Трофейной нет. Итак, вот у нас все с вами порезано. Лучок обязательно добавляем сначала. Чуть-чуть перчика черного. В мясе, которое жарится на костре, как правило, никакого запаха нет. У некоторых зрителей и даже людей, которые стоят за камерой, возникает вопрос, а вот за спиной рыжеватого цвета что-то там ходит, это не косули там случайно? Конечно, косули. Они ходят везде, вот прямо по базе. Когда мы еще привозим сюда сенаж, то вообще здесь по 70 голов примерно вечером приходит. А так они ходят везде. Да больше того, рысь даже недавно возле базы, 50 метров от базы, прошла. Словно манит нас. Кстати, у нас охота на рысь в этом году открыта. У нас есть 2 лицензии. Будем с собачками их добывать. Добавили лук, специи. Соль будет в конце и масло оливковое. Можно подсолнечное. 15-20 минут и можно жарить. Как на Камчатке бывает икра 5-минуточка, а у нас в Курганской области 30-минуточка. Это вырезка из косули. Будем смотреть, как получится. Но неплохой трофей. И еще один претендент на победу был замечен так далеко, что звук от его лая долетал до микрофона камеры гораздо позже, чем длиннофокусный объектив фиксировал пар, вырывающийся из его пасти. Было попадание, но... Я же не знаю, как он подранок, поэтому я обошел стол. Я говорил, надо было по крови идти. Да, все нормально, покровенько. Ее смыло с полем. Спасибо. Я обошел, получается, сколку, что вдруг подранок уйдет, добрать. А егерь уже пошел по крови. Ну вот, лежит. Не скажу, что супер трофейный, да, но хороший козлик. Хороший козлик, попадание тоже по месту. Да. Ну не то, что мы хотели. Приз мы точно не выиграем, надо теперь на приз работать. На кухне поработали, теперь надо на приз.
Ну, все равно никто не... Ромен Оникович Далари вот, добыл, собственно, вот этот трофей. Из него мы готовим сейчас стейки, такие мини-стейки из вырезки. Мы сегодня вот решили приготовить, я думаю, больше Дмитрий будет готовить, да. Мы приехали на открытие охоты косули и добыли несколько косуль. Скажите, как вам у нас вообще на нашей вот этой гостеприимной курганской земле? Ну, я буду говорить как есть, не буду, да, при Диме нахваливать. Я Да, скажу по да, существу, как да. оно есть. Значит, курганская земля мне очень нравится. Есть природа. И я рад, что второй раз я попал на охоту сюда. Все супер. Теперь, что касается именно охоты у Дмитрия, значит, по гостеприимству точно 5, абсолютно. Значит, по егерскому сопровождению все отлично. По самим угодьям мне очень понравились. Видно, что за 2 года очень много работы было проведено здесь, но еще очень много предстоит им дальше здесь работать, вкладываться. Трофейное качество тоже очень много, но еще не добыли, потому что мы работали в первую очередь на кухню, на мясо. Да? Сегодня будем работать, Бог даст, на трофей. Значит, мы уже, сегодня у нас 4-й выход будет в угодья, да, и каждый выход отличается друг от друга по количеству дичи в полях. Вот чем, Дим, отличается, да, с чем связано это? А вот удивительно было по погоде, только дождь дал, ливень, зверя стало в разы больше, чем при нормальной погоде. Это солнечно, да, хотя рано утром. Чем связано? Ну, точно я не смогу ответить. И думаю, что кто бы ни пытался, точно никогда не ответит, потому что у зверя свои представления о хорошем и плохом. Вот. Первое. Жара, то есть температура какая. Если когда идет дождь, соответственно, зверю более комфортно. Последние 2 недели была дождливая погода и появился комар, а до этого его просто не было. И третье, наверное, в зависимости от того, как они погуляли с вечера. Если дискотека была хорошая, результативная, потому что сейчас идет Короче, у тебя год. на все есть своя точка зрения такое, да? Да. Я думаю, что так. Вот 3, наверное, наиболее таких фактора. Ну, может быть, еще какие-то дополнительные. Ребята, напишите в комментариях, от чего зависит выход косули. Но точно поняли, что в дождливую погоду их в разы больше в полях. Да, Да, им чем- комфортнее, потому что не жарко, соответственно, комара бьет. Они думаешь, они понимают, что в плохую погоду охотники не выезжают, Это и 100%. поэтому они именно в эту погоду стали больше выходить. 100%. Я прилетел на охоту без своего оружия. Понятно, это мы внутри страны не так тяжело, но за 2 дня нужно знать, куда летим, когда возвращаться будем, для того, чтобы на рейс могли нас на самолет зарегистрировать. В основном я лечу самолетом. Мы с Ростовской области, да. Но в этот раз я приехал без оружия, и Дмитрий предоставил мне свое оружие. Вообще очень удобно, комфортно, Дим. Если в 2 словах для людей, что как это происходит. Мы составили просто акт, он на самом деле, ну, свободной формы, хотя есть и бланки в интернете. Если у Ромена Ониковича есть, соответственно, разрешение на ношение и применение там нарезного оружия, да, соответственно, я имею право ему по закону передать по акту. То есть мы составили акт, я ему отдал, он принял, как бы, все поохотился и обратно мне отдал. И этот акт, как бы, является основанием, ну, точнее, даже роха ваша является основанием для такой возможности. Я хочу поблагодарить за эту возможность, знаете, кого? Мазуркевича Сергея и Бендерского Эдуарда. Да, они пробили этот закон, как бы, ну, как пробили, они занимались этим целенаправленно, чтобы была такая возможность у людей, как бы, потому что это снимает очень много хлопот, да, да, ненужных. Вообще, спасибо. И это для развития охотхозяйств тоже удобно. Да, Парни, спасибо вам отдельно. да, спасибо огромное. Мясо. Ну, сейчас, ты же хочешь как, medium well? Или... Тогда Нет, туда- я medium хочу... medium rare. Не, medium
Медиум ре уже есть, но я хотел медиум. Он-то любит медиум. Медиум ре. Да, дайте мне с кровью. Да, хорошо. Как ты любишь, Сереж? Вот так? Я люблю, чтобы она была прямо немножко, вот чуть-чуть розовая. Вот идеально. Если вы скажете, что это плохо, Я уже боюсь сказать тебе, что это мы плохо. больше не дружим. Это не передать, конечно, но в самый раз. Я думаю, дальше жарить не нужно будет. Это будет самое вкусное. Я Изумительно, ребят. прям... Спасибо тебе, Сергей, что заставил нас пожарить, чтобы тебе снять роли. Ну, реально вкусно. Я думаю, может не получится. Не, вообще, Дим, супер. Супер. Да. Серега, Да? давай кушай, убирай Да? камеру. Хорошо? Я говорю, сейчас подбегаем, если дистанция нормальная. Я прям как мешок падаю, ты ложишься и с меня с Лёшки стреляешь. А что, все так и было? Бежим, я на пласт шлеп. Он ложится, раз. Ну, вроде чё ну, рюкзак-то? дистанция вроде нормальная. Но я чувствую, мне ДТКшка по спине. Я говорю, не стреляй, не стреляй. Не стреляй, говорю. Что такое? Не надо, не стреляй, не пугай. Это все жизнь. Мы все счастливые люди, потому что вот я сейчас смотрю на ваши довольные лица. Я сам больше счастлив вас в 10 раз, что вот такие ситуации, это все, это наша жизнь. Как бы другого такого момента, другой такой охоты не будет. Будут другие охоты, но они уже другие. Гостей из Ростова проводили, но сезон не закончен, и результат соревнования пока не ясен. Трофей этого сезона еще где-то ходит. Мы сейчас идем за конкретным самцом. Не знаю, на мой взгляд, это бриллиант. Прямо, ну, отличные трофейные качества у этого козла. Сейчас, дай бог, добудем, если он будет на поле. Может, не будет. Всякое бывает. Сейчас подойти удобно, потому что туман такой. На квадроцикле подъехал и пошел. Все. Тихо, как в раю. Думал, туман наоборот хорошо скрадывать будет. А что-то вообще, вот видели только двух косуль, но это очень далеко. Самка с самцом была. Разглядеть, какие качества, трофейные, не трофейные, не представлялось возможным. Но сейчас пойдем еще, где-то все равно будем искать. Думаю, что добудем трофей наш.
самец, но пока не трофейный. Но рога хорошие, развиваются хорошо. Поэтому пока не созрели, подождем. Ночью были. Хороший. Все. Может, еще найдем на жарюху. Ничего. Сделал ловушку. Сидит, ждет. Снимаю. Дернулся, ребята. Ну, с рук 200 метров. Дернулся. Хороший был козел. Но я его упустил. Вот так. Прошли, ребята, где-то 6 километров примерно. И вот стоит очень-очень хороший трофей. Мы из леса вышли, а он жирует, кормится. Сейчас будем подходить, метров 300 до него осталось. Сейчас с опушки выйдем и попробуем, будем взять. Попробуем взять. Главное, не подшуметь. Споткнулся, но побежал, ребята. Сейчас пойдем искать. Кровь будем искать.
Посмотрели видео, ранение серьезное, но крови не можем найти. Привезли сейчас собаку Дратхара. Что? На поле ушел? Рэм? 748 метров. Короче, привезли собаку сейчас. Пытаемся найти. Где-то ранение серьезное, но вот так бывает. Убежал. Что нашел? Козла. Он там вот лежал в мелколесье. Он вот так через вас. Вот сюда. Последний раз он вот сюда забежал. Ну, конечно. Так, ты мне патроны привез? Давай, заряжайся. И сейчас вот здесь пойдем. На поле он не выбежал. Последний раз тут перебежал и в кустах где-то сбрякало. То ли он на ветке наступал. Что-то. Рэм! Ну, этот козел вообще заколдованный. Вчера по нему стреляли, до этого по нему стреляли 4 раза. И вчера по нему стреляли аж 5 раз. Вот такой вот козел заколдованный. Дело было так. Как так получилось, что две команды охотников оказались на одном поле одновременно, загадка отдельная. За все дни охоты мы ни разу с другими охотниками не пересекались. А тут такая история. Козырька с отличными рогами мы с Романом заметили метров за 500, не меньше. Накануне другой охотник в этом месте видел выдающийся трофей и благополучно промазал 4 раза. Мы начали подходить к краям леса и вдруг услышали выстрелы. Без сомнения, выстрелы были по нашему зверю. Стрелял Феликс и тоже благополучно промазал. Более того, последний выстрел у него не случился. Осечка, знаете ли. Что такое? Я уже думал, все, точку сегодня поставим, понимаешь, в деле, блин. Да. Приз будет наш. А этот, блин, с другой стороны тянет к этому козлу, блин. Ты представь себе, если бы я бы взял бы его. Вообще не делал. Позор. Олег, Позорники, убирай, блин. все. Друзья, ну не перестаю удивляться. Вот сейчас собак надо привезти. Раз на квадрике привезли собаку. Где-то объехать тоже. Везде по лесу, просто по чащобе спокойно проезжаешь. Квадроциклы просто незаменимые вот в таких делах, в лесных. Ну и приятно, что когда надежные квадроциклы, как CF Moto, прямо нарадоваться не могу. И 800-ка работает, уже 6 тысяч прошла. Эти по 1000 прошли. Сейчас приедут, сделают ТО им, и будем дальше с вами кататься на таких замечательных квадроциклах. Поэтому всем рекомендую именно CF Moto. Но рекомендую 600-ка, это для одного человека очень комфортно. Ну, в принципе, вдвоем, не на дальней дистанции. А 800-ка это квадроцикл, который как очень
комфортный, прямо переминается, вальяжный такой, как кадиллак, в общем. Поэтому рекомендую. Драдхар не справился с задачей, уток подавал, а за подранком не пошел. Сейчас вот привезли лайку на бата. Посмотрим, что получится. Найдет он, не найдет его подранка. А на бате. На бате. Моя умная собака. Моя хорошая собака. Вот не повезло сегодня, но никак мы не нашли подранка. Видать, рана не сильная была. Ушел далеко. Собаки тоже не смогли найти. Почем рожки продаете? Дорого, дорого, Дорого. дорого. Друзья, у нас было такое соревнование, кто добудет лучший трофей. Ну вот за 3 дня охоты лучший трофей ушел от меня сегодня под ранком. Здесь, ну, наверное, вот это самый лучший трофей. Как бы сейчас померяем, конечно, но уверен, что и розетки очень толстые, симметричные, красивые рога. Вот, выиграл, похоже, Анатолий. Рога у нас вот эти 2-е место, да? Точнее, нет, 3-е это место. Тоже неплохой трофей. Но вот этот мне очень сильно понравился. Рога, смотрите, ребята, напоминают европейскую косулю. Очень необычные. Но на самом деле это сибирская косуля. Очень красивый трофей. Прямо загляденье. Так что приезжайте к нам, встретим хлебом солью и добудете хорошие трофеи. Ну, остальные такие средние рожки. Всех обнял. Пока.